Это должен знать каждый владелец дизельного BMW перед зимой. Зимой при понижении температуры ниже 5 градусов при запуске машины срабатывает блок реле накала свечей и прогревает камеру сгорания. Для более лучшего запуска двигателя в условиях пониженной температуры или в мороз. Для того, чтобы система предпускового разогрева двигателя BMW работала правильно, нам нужно сделать диагностику и посмотреть ошибки в системе. В случае выхода из строя свечей накала мы увидим информацию по свечам в программе диагностики. При выходе из строя 2-3 свечей я все равно меняю комплектом. Беру 6 штук и устанавливаю новые. И блок накала, который находится под впускным коллектором с левой стороны блока двигателя по ходу машины. По необходимости нужно заменить питающий провод блока накала свечей в случае оплавления разъема, который можно увидеть на самом блоке накала. Меняю комплектом из 6 свечей, по производителю беру номер и оригинальный номер свечей. Блок накала номер оригинал и беру питающий провод, оригинальный номер. При замене свечей нужно снимать впускной коллектор. При установке свечей необходимо заменить все уплотнительные кольца впускного коллектора. Всего 6 колец. Одного типа, оригинальный номер оставлю вот здесь, и второго типа, оригинальный номер. Также оставлю номера по L-Ring. Кольца первого типа, всего 6 штук. И кольца по L-Ring второго типа, 6 штук. В случае замены блока накала отдельно от свечей без снятия впускного коллектора обратите внимание на тройник, который имеет отношение к системе охлаждения. Он находится у нас под впускным коллектором. Под впускным коллектором у нас достаточно мало места. Есть большая вероятность повредить пластиковый тройник путем воздействия на него рукой в момент откручивания блока накала с двигателя. После чего может появиться микротрещина на пластиковом корпусе тройника. Из системы будет понемногу уходить охлаждающая жидкость. Определить и увидеть повреждения можно только на холодном двигателе. Желательно просматривать блок на предмет подтекания утром до момента первого запуска двигателя. И оставляю оригинальный номер тройника. Надеюсь, видео будет полезным. Не забывайте подписаться на канал и посмотреть видео о том, какое масло заливать в двигатель BMW. В конце этого видео будет всплывающее окно для перехода на это видео.